Мгновенно вирусный Чунгук и Мингю выглядят сплоченными в своем последнем танцевальном посте. Всем привет! Представьте себе эту сцену со мной. Тихий вечер, простая вечеринка. Не та вечеринка, где камеры вспыхивают бесконечно. Не то мероприятие со сценой, светом или тысячами кричащих фанатов. Нет, это было что-то гораздо более интимное, частная вечеринка прослушивания, собрание близких друзей, смех, эхом разносящийся по теплой комнате, музыка, наполняющая воздух, разливающиеся напитки, обменивающиеся улыбками. Такое событие, которое обычно остается скрытым от глаз публики, о котором помнят только те, кому посчастливилось там побывать. И все же, как мы все знаем, мир кей-поп умеет превращать самые простые моменты в нечто необыкновенное, нечто незабываемое, нечто историческое. Эта ночь должна была принадлежать CXM, недавно созданному саб-юниту из 17 человек во главе с S, DOS и Mu. Их мини-альбом Hype Vibes собирался быть представлен в уютной праздничной манере, ночь музыки, братства и радости, но никто не мог предсказать, как быстро это маленькое празднование зажжет всю вселенную кей-поп. Потому что в тот вечер в дверь вошел один неожиданный гость. Один человек, которого было достаточно силы, чтобы превратить частную вечеринку в глобальное явление. Этим человеком был никто иной, как золотой Макней BTS, Джангкук. Никаких объявлений, никаких тизеров, никаких намеков. Просто внезапно он улыбался, расслабленно стоял рядом с Мингю, как будто он был там всегда. И в этот момент воздух изменился. Вечеринка больше не была просто вечеринкой, она стала историей. Все началось с того, что Му необрежно опубликовал несколько фотографий в Инстаграм. Это были невинные фотографии, просто снимки хорошего времени, моменты, застывшие в пикселях, призванные показать теплоту дружбы. Но через несколько секунд фанаты по всему миру приблизились, их сердца замерли, их глаза расширились, потому что в углу этих фотографий безошибочно и необъявленно был Чунгук. Интернет отреагировал мгновенно. За считанные минуты пост Мью заполнили сотни тысяч комментариев. Арми кричали через клавиатуры, многие печатали заглавными буквами, не в силах сдержать эмоций. Чем больше я прокручиваю, тем громче кричу. Я сплю, как две легенды могут уместиться в одном кадре. Погоди, Джангкук, на вечеринке CXM некоторые фанаты просто роняли плачущие эмодзи, как будто слов было недостаточно, чтобы выразить свои чувства. Другие начали делать мемы, правки и фан-арт в течение нескольких часов, а затем это распространилось в X, бывший Twitter. Имена Джангкук и Минью взлетели на вершину мирового списка трендов. Хэштеги множились с молниеносной скоростью. В течение нескольких часов весь интернет был затоплен спекуляциями, волнением и недоверием, как будто весь дигитальный мир остановился, чтобы отпраздновать этот неожиданный момент. Но что сделало его таким сильным? Почему внезапное появление Джангкука так сильно потрясло интернет? Ответ двоякий. Аура и дружба. Давайте начнем с его ауры. В ту ночь Джангкук был одет в черное с головы до ног. Гладкая черная кожаная юбка, которая идеально подходила ему. Облегающие джинсы, его татуировки были видны, пирсинг, отражающий свет, а потом его улыбка. Это теплая мальчишеская улыбка, которая идеально контрастировала с его резким, дерзким образом. В один момент он воплотил в себе обе стороны: взрослого мужчину с неоспоримой мужской харизмой и любимого золотистого волчонка, чья мягкость все еще чувствуется в каждом жесте. Фанаты сошли с ума. Один написал:
Боже мой, Джангкук в этой черной кожаной юбке выглядит таким горячим и красивым. Другой прокомментировал: ему не нужна сцена, не нужен микрофон, он просто стоит там, и мир сходит с ума. И они не были неправы, Джангкуку не нужно стараться. Одно его присутствие меняет всю атмосферу. Он одновременно и комфорт, и хаос, тепло и сила. Но за внешностью, за фасадом было что-то гораздо более глубокое, что делало этот момент незабываемым. Дружба. Поклонники всегда знали о тесной связи Джангкука и Минью. Они уже были видены вместе, смеющимися, проводящими время, поддерживающими друг друга. Но появление Джангкука на таком частном мероприятии добавило совершенно новый штрих. Ведь в индустрии, которую часто представляют как безжалостную и конкурентную, где айдолы должны бороться за внимание, Джангкук напомнил нам о чем-то гораздо большем, важном. Верность, настоящая дружба. Он пришел не как мировая суперзвезда BTS, он пришел не как исполнитель, не как лицо рекламных кампаний и не как медийное зрелище. Он пришел как друг, как тот, кто хотел поддержать Минью не перед камерами, не ради заголовков, а тихо, приватно, как это делают настоящие друзья. И все же, по иронии судьбы, его присутствие стало самым громким событием. Армии были тронуты. Они видели, что даже при своем плотном шкатуле, даже во время службы в армии, Джангкук находил время для самых дорогих ему людей. Кэретс тоже испытывали гордость, осознавая, что Минью любит друзья, которые поддерживают его несмотря ни на что. Это был момент, который размыл границы между восприятием фанатов и реальностью. Момент, когда человеческая сторона айдолов, дружба, верность, любовь засияла ярче самой славы. Но, конечно же, последовали спекуляции. Была ли это просто дружба или что-то большее? Некоторые фанаты начали шептаться: а что, если Джангкук примет участие в альбоме CXM? Другие задались вопросом: может быть, это намек на будущее сотрудничество? Теории распространялись как лесной пожар. Некоторые считали, что индустрия кей-поп готовится к грандиозному кросс-групповому сотрудничеству. Другие думали, что Джангкук, возможно, внес творческий вклад в создание ажиотажа, будь то написание песен, продюсирование или просто его вклад как надежного друга. Хотя ничего из этого не было подтверждено, сама эта мысль добавляла волнения к вечеру. Внезапно то, что начиналось как небольшая вечеринка, превратилось в загадку, полную возможностей. Но вот что еще интересно, вместо того, чтобы украсть внимание CXM, Джангкук усилил его. Его неожиданное появление сразу же привлекло к ним международное внимание. Фанаты, которые, может быть, даже не знали о дебютном саб-юнити CXM, внезапно начали стримить их тизеры, гуглить их профили, обсуждать их музыку. За один вечер охват CXM вышел за пределы воображения. И все благодаря появлению Джангкука. По мере того, как вечер длился, фанаты не переставали анализировать каждую деталь. То, как Джангкук стоял рядом с Минью, как непринужденно, но тепло они позировали вместе. Эта легкая улыбка, которая казалась такой естественной, такой незамеченной. Некоторые фанаты шутили, этот откровенный снимок Джангкука стал вируснее некоторых концертов. И они не были неправы, а те, кто там не был, испытывали одновременно благоговение и зависть. Представьте, что вы один из тех счастливчиков, которые видят Джангкука вблизи в такой непринужденной обстановке, без кричащих толп и слепящих камер, только он в комнате как друг, как человек. Это был уникальный опыт, и, возможно, именно это делает этот момент таким особенным. Это не был концерт, это не была церемония награждения, это не была трансляция, это было искренне, по-настоящему и интимно. К концу вечера одна истина стала неисправимой. Джангкук не просто певец, не просто танцор, не просто айдол. Он икона нашего времени. Одного его присутствия достаточно, чтобы изменить ход целого события, сформировать интернет и вновь заставить людей поверить в магию. Каждый его шаг — это история в процессе создания. От трени, полных мечтаний, до человека, чья каждая улыбка, каждый жест, каждый выбор оставляет отпечаток в миллионах сердцах.
И в тот вечер на маленькой частной вечеринке, предназначенной для CXM, Джон Кук напомнил нам, почему мир никогда не перестает в него влюбляться, потому что иногда самые большие сюрпризы случаются в самые тихие моменты. Иногда история пишется не под самым ярким светом прожекторов, а в теплом сиянии дружбы. Та маленькая вечеринка CXM стала чем-то гораздо большим, драгоценным воспоминанием, историей дружбы, напоминанием об ауре Джон Кука и доказательством того, что куда бы он ни пошел, мир всегда последует за ним.